Доброго времени суток. Сегодня посмотрим две партии. Одна из мужского чемпионата Республики Беларусь, который сейчас проходит в Минске, и вторая из женского чемпионата Республики Беларусь, который тоже сейчас проходит в Минске. Кому-то будет интересно, кому-то нет. То есть партии такие специфические, но я думаю, что они будут полезные. Так или иначе, всем будут полезны. ЦБ4 Георгий Таранин играет с Владимиром Чайковским. И вот я буду акцентировать внимание на некоторых моментах. Вот первая такая, я думаю, интересная неожиданность, а может и не неожиданность, но чисто психологически достаточно сильный ход, как-то заставляет черных перестроить ход мыслей, потому что, видите, самозажим, но самозажима, понятно, не будет. Такой необычный ход, наверное. Самозажима не будет. Почему? Потому что выйдут на Е5. Вот здесь вот, если было бы в партии, то был ход FG5. И начнут потом играть вот на эту группировку. Но если HG7, то вот интересно бы ход был CB4. Может на B4 был бы бой. И можно бить и назад, в принципе. Не знаю, как бы было. Я думаю, что все-таки на B4 было. Вот наиболее такое острое продолжение. Там все-таки, если назад, то меняется шашек много. Ну вот в партии было таким образом. И здесь вот я считаю вот, очень тоже хороший ход. Завоевывает пространство. АБ4. Вот все чаще я теперь, вот, кстати, в шашках 64 встречаю такие ходы. Вот почему для меня вот это достаточно хороший ход. Все-таки я стоклеточник, и поэтому там вот есть много позиций, когда именно захватывают пространство. Вот такие вот ходы есть. Но многие скажут, это ход из русских шашек и будут правы, потому что я сейчас расскажу чуть историю. В 1987 году мы выиграли, помню, чудо-шашки. Чемпионат Советского Союза. Они проходили в Орле. Вот нам сеанс давал Вячеслав Иванович Щеголев. И вот я там пошел, ход хитрый сделал. И говорю, в стоклеточном стиле. Он на меня так странно посмотрел, но я понял, что не совсем, наверное, стоклеточный был ход. Но все-таки ход был интересный тогда. Так, вот, партия продолжалась. И вот интересные моменты. Давайте я дальше покажу. Практически вот здесь вот ЕД2, ЕД6, и партия практически закончилась. То есть идея какая? ДЦ3, ну и на HG7, если по HG7. По-моему, кстати, издались, это я уже сам тут дописывал. Вот эта вот идея была бы. А на ДЦ5, ЦБ4. И вот здесь вот эта вот позиция, которую я хочу посмотреть. То есть, помните, я говорил такой принцип, но если позиция плохая, надо ее еще ухудшить. Причем до основания, я бы сказал. Вот. Давайте посмотрим, как ухудшить здесь позицию за черных и получить какие-то все-таки шансы. ДЦ3, Б5, то вот видите, загоняем. Ну, принцип то, конечно, при вот этих шашках нормально, что это вот это окружение. Загоняем на Б окончательно. И вот ход, я думаю, вы уже догадались, какой будет. ДЦ7. Вот интересное продолжение. Давайте посмотрим чуть-чуть. ДЦ5 и опять ЕФ6. Как раз тут, конечно, идти в дамки ничего вообще нету. То есть, надо еще здесь белым делать ничью. А если же H2, то CD6. Вот. И так далее. Вот видите, идея такая интересная. И с ДЦ5. Вот этот вот вариант с ДЦ5, когда, то есть на ДЦ7, ДЦ5 вообще вроде бы в дамке, но вообще тут ничего нету абсолютно. Я думаю, что идея будет вам полезна. И давайте посмотрим. Ну, надо было вот АБ4. И здесь, если бы получилось это в партии, то надо было АБ4, я считаю. И вот идти на этот вариант. Здесь отдали. И вот идти именно на этот вариант. С лишней шашкой у белых. Играть эту позицию. Ну, так или иначе, то есть надо было делать вот этот ход ЦБ6, ухудшать позицию, вот по этому принципу, ухудшать позицию
даже вот если до основания ее ухудшать, я бы сказал, ходом d8, c7, и вот таким образом получить шансы на ничью в этой позиции. Так, давайте я еще одну партию покажу. Вот это из женского чемпионата. Виктория Николаева играла с черными, играла с Юлией Швед. И вот давайте я быстренько. Юлия Швед вот играет. Ну, не совсем обычно тут Е4, конечно, ход. Как-то уходила с дебюта, наверное. И вот давайте здесь я сначала за черных посмотрю позицию, а потом переверну доску за белых получится. Вот здесь вот b3 тоже, не совсем, конечно, такой обычный ход. Ну, мысли были, я сейчас, наверное, попытаюсь объяснить, какие, как я думаю, были мысли. Скорее всего, конечно, надо было bc3 здесь ограничивать движение вот этой шашки, потом меняться, либо ab2 еще предварительно. Ну, вариантов очень много. Но было, что было. Вот Е4, видите, очень, я считаю, хороший ход. Сразу разбивает силы белых. Вот здесь опять ab2, ну, я понимаю, что... То есть идея была, которая в партии, потом d3 и как-то вывести эту шашку, ну и вывести отсюда шашки. То есть, вот эта мысль. Хотя, наверное, ход вот cb2 как-то интереснее, если поиграть, то гораздо интереснее, наверное, было бы. Ну, все, наверное, какие-то были мысли, и возможно, что вот этот, конечно, вариант мой опровергался. Ну, давайте я уже не буду... Тут я не анализирую позицию, честно говоря, поэтому не буду что-то говорить. Назад. Ну и вот такая вот позиция. И вот здесь вот я считаю, что Юля сделала очень плохой ход. ЕД2. И после вот СБ4. Вот еще тут. Вот так вот. Почти форсировано. Но может кто-то что-то найдет тут. И вот cd2 было, тоже ход, если вот есть ед4, вот этот вариант какой-то есть, вроде бы порываемся в дамке, но понятно, что после вот этого хода, ну, все очень плохо здесь. И cd2 было в партии, и после размена Виктория выиграла. Но давайте вот эту позицию посмотрим поподробнее. И я переверну доску сейчас. Вот здесь надо было cd2, конечно, делать ход. Fe5, вот кажется, что вот это хороший ход. Посмотрим вот чуть другой там ход. hg5. И вот я сейчас покажу ничью, которая, я думаю, что важная ничья. Кажется, что ее здесь нету. Ну вот, если вот с этой позиции кажется. Но если дальше сделать пару ходов, то здесь вот как раз ничья. Вот смотрите. То есть хочу пойти в дамки. Надо Ef6, Fe. И вот это вот как раз ничейная позиция получается. Видите? И далее. cd2. Вот cb4 давайте посмотрим. dc3. Ну и вот здесь вот как раз тут cd6 и fg5 просто. Вот это вот все решает. То есть вот я думаю, что такая важная позиция, потому что часто встречается такой тип позиции. Вот именно надо было в этой позиции ходить cd2. И ну, я думаю, что был бы, то есть ничейный здесь результат, не видно чего-то такого решающих действий со стороны черных. Что я вам хочу сказать, вчера была, конечно, важная партия, Игорь Михальченко выиграл у Артема Тихонова. Ну и я чуть посмотрел, возможно, что будет вот репортаж по этой партии. А сейчас, то есть, до новых встреч и ждите наших новых видео.